Всем привет, меня зовут Иван. Скорее всего, по названию видео вы подумали, что я сейчас буду рассказывать, как я с самого детства писал стихи, а родители были против этого, и я пошел учиться против своей воли, но потом все-таки добился своей цели. Нет, я не писал стихи в детстве, и на кого учиться я выбрал сам, но цели своей я все-таки добился. Я, как и все остальные ребята в детстве, мечтал стать космонавтом. Хотел летать на космическом корабле и общаться с инопланетянами. Когда я подрос и начал немного реальнее оценивать свои способности, я начал заниматься футболом и хотел стать знаменитым футболистом. Но когда пришло время выбирать, куда идти после школы, недолго думая, я пошел на юриста. Потому что, как и в большинстве случаев это бывает, мой дед был юристом, отец был юристом, значит и я буду юристом. Я поступил в университет на бюджет. Поэтому учился я бесплатно и еще получал стипендию. Прошел год моей учебы, и в какой-то момент я понял, что нахожусь не в своей тарелке. Вроде бы и все отлично, я учусь хорошо, мне даже гарантируют красный диплом, но все равно что-то не так. Такое чувство, что я надел штаны, которые мне не подходят. Сейчас, конечно, начнется та самая типичная часть жизни, которая была у всех рэперов. Я начал слушать хип-хоп. Мало того, что слушать, я начал его танцевать и читать. Ну как читать? Перечитывать. Находил минусовки треков, которые мне нравятся, брал бутылку, будто это микрофон, и начинал открывать рот. Что самое смешное, я никогда не попадал в бит. Ну вот хоть убейте, не получалось. На тот момент я слушал в основном зарубежных исполнителей. Это, естественно, Eminem, Tupac, Snoop Dogg и так далее. Мне очень нравилось то, как они просто это делают, и мне хотелось так же. Я решил, что тоже стану рэпером. Мне пришлось забросить учебу. Да, я знаю, что сделал неправильно, ведь можно было совмещать, но у меня не получалось. И мне пришлось выбрать. Не знаю почему, но тексты я писал очень легко. А вот проблема с непопаданием в бит у меня осталась, и мне надо было с этим что-то делать. Но передо мной построилась огромная преграда. Мои родители узнали, что я не хожу на пары и прогуливаю универ. И, как вы уже догадались, против воли родителей я пойти не смог. Да и мне не хотелось, поэтому рэп ушел на второй план. Я не злюсь на них, потому что я понимал, что высшее образование мне надо было получить. Без этого никак. Я поставил себе цель – окончить университет и продолжить то дело, которое так сильно запало мне в душу. Прошло 3 года. У меня был выпускной, и я получил свой, тот самый красный диплом юриста. Передо мной опять стал выбор. Либо пойти заканчивать магистратуру, либо сразу идти работать по специальности. Так как денег продолжать учиться дальше у меня не было, а сидеть у родителей на шее я не хотел, я пошел работать. В Макдональдс. Да, друзья, я юрист с высшим образованием, теперь жарю картошку фри. Я походил по разным компаниям и увидел, что мой красный диплом толком-то никому и не нужен. И я понял, что этот мир устроен немного не так, как нам рассказывают родители. Приходя каждый день на работу и жаря очередной бургер, я вспоминал то обещание, которое дал себе на первом курсе института, что после окончания я продолжу. И я принял решение уйти с работы. Да, я ушел с единственной работы, на которую меня приняли с дипломом юриста. Я понимал, что мне придется повисеть некоторое время на шее у родителей. Но у меня не было другого выхода. Всю жизнь я бы не смог жарить котлеты. Я достал свои старые тексты. Сейчас они, конечно, казались мне не такими крутыми, но что-то в них было. Я нашел звукорежиссера, который мне сможет записать треки, отдал ему все свои деньги, которые заработал за 2 месяца в Маке, и начал писать альбом. Я написал 20 песен, но знал, что на все у меня не хватит денег, и я оставил только 10 из них. Мне было трудно выбирать, потому что они были все классные, но я смог. После этого я пришел на студию к звукачу, и начался процесс записи. Боже, если бы вы знали, насколько шикарно я себя чувствовал там. Если бы мне разрешили
то я жил бы на студии. Я понял, что я нашел те самые штаны, которые мне подходят. Мы записывались целый день и наконец-то закончили. Теперь все зависело от звукача, потому что ему надо было все треки свести и сделать так, чтобы они круто звучали. Я хотел остаться, чтобы смотреть и говорить как лучше, но он отказал мне. Я не стал ему мешать, потому что знал, что он профи, и я просто ушел домой. Через неделю он скинул мне результат. И я был просто в шоке. Я не думал, что альбом получится настолько шикарным. Я публиковал альбом на своей страничке и скинул всем своим друзьям. Они начали спрашивать, что это за рэпер, потому что раньше не слышали. Я сразу написал, что альбом мой, и они офигели от этого. Через неделю на альбоме было более 10 тысяч прослушиваний. Я не мог поверить своим глазам. С этого момента и началась моя карьера хип-хоп-исполнителя. И я хочу сказать огромное спасибо моим родителям за то, что тогда не дали мне заниматься музыкой. Ведь кто знает, как бы у меня все пошло, если бы я сразу начал этим заниматься. Прошло много лет. Я еду на очередной концерт, а рядом со мной лежит мой красный диплом и лопатка с Макдональдс. Я должен был читать законы, теперь я читаю рэп.